Всем привет! У меня сегодня Opel Zafira B. Хотел показать, как я проверяю утечку антифриза. Нигде вроде не течет, не видно, но антифриз все время добавляют. На ней ездит женщина. К своему мастеру поехала, говорит, он мне типа нравится, что он типа все быстро делает, все хорошо, но там у него было занято, пока сказал поезде так, долил я антифриз один раз, второй раз, запах сильный и уходит, и печка перестает дуть. Кстати, да, она поехала к нему первый раз, когда перестала печка дуть теплым, и все, он посмотрел, оказалось, что мало антифриза. Так что я уже подготовился здесь. Тут, конечно, куча еще такого мелочи я понаходил. Понятно, что, видите, кому-то вот так вот нравится работать, когда весь мотор грязный, вонючий. Крышку я снял, смотрите, это недавно и меняли масло. Никто даже и не протер. Топливный фильтр тоже, там все мокрое течет. Там все течет. Все, коробка вся. Так что, я не знаю, если бы ко мне приехала первый раз такая машина, и я знал, что я дальше буду обслуживать, то я бы, конечно, обязательно все это вымыл. Во-первых, это не только красота, а даже при диагностике намного, видно все. Где, что, и тем более, если он ее все время делает, то, я думаю, было бы намного проще. И так он посмотрел наглядно, ничего не нашел по антифризу. А у меня есть, сейчас я крышку положу. Это уже у меня на Audi комплект рычагов я уже подготовил, уже все помазал все пальцы. Тут все медной смазкой, комплект болтов. Там еще доедут стойки, амортизаторы. Буду тоже собирать, делать. Наверное, это снимать не буду. В принципе, здесь особо такого ничего нету. Единственное, правильно зажать цилинблоки нужно. Ладно, с Audi это потом. Так что по Зафире, я же говорю, ничего не течет. Тазик это я подставил, потому что там еще течет омывайка. Он капает постоянно, капельки. Омыватель, этот вот. И я пробовал на стекло, он не брызгает, потому что, наверное, уже выкопало там что-то резинкой, какой-то перемотан дворник. Задний она просила тоже сделать. Что-то там, говорит, гудит, а не работает, а он там внутри, походу, оторван или что. Там еще по дверям просила сделать, дверь не работает, не закрывается, не открывается, ни колонка не работает, ничего. Скорее всего, как там, помните, видео было, что я делал, здесь будут провода переломаны, перебиты, уже со старости. Видите, она уже возит антифриз с собой, доливает все время. Так что такие вот дела. Ладно, сейчас покажу. У меня есть вот такой вот набор. Вот он, вот его номер. Я думаю, видите, не сказать, что он будет у каждого. Он, во-первых, стоит дороговато. Очень-очень выручает. Я думаю, что ради просто того, чтобы сделать, диагностику сделать быстрее, то он должен быть. Здесь это я уже взял отсюда, накрутил на машину. Вот такой вот насосик с манометром. Вот он. Вот я накрутил пробку. Вот эту. Видите?
Видите, она внутри похожа вот на свою же пробку, резинка. Вот, и все. Тут пока еще так обсматривал все, обнаружил, вот, мне не понравилось, как работает турбина. Вот, и вот шланжик вакуумный, сюда крышка ложится и его передавливает, прямо аж, вот смотрите, аж вдавлено. Все, крышка прижимает и все. Вот, и здесь трет. Вот, он уже весь волосатый, он скоро бы перетерся, уже волос этот стерся, ну тряпочка, это нитки. И здесь уже резина, здесь практически уже ничего не осталось. Вот, нужно заменить этот шланжик. Вот, короче, я тоже ее грел эту машину уже, и вентиляторы сработали. Вот такой быстросъем здесь, доделаю все. Вот, сработали вентиляторы. Ну, еще что я сразу посмотрел, что у нее, она сказала, запах в салоне и немножко жирноватые стекла. Ну, я думаю, ну все, хана, потекла печка. Думаю, все, это съем торпеды. Думаю, не хочу, как-то не очень хочется. Ну, я не знаю точно, как на этой машине, на Зафире этой снимается. Возможно, может быть, она как-то и легко. Я именно на этой Зафире ни разу не менял. Так что, если что, там напишите, либо скиньте что-нибудь, где там, ну, на будущее, так сказать. Вот, ладно. С печкой вроде все нормально. Вот. Скорее всего, где-то здесь капает под капотом. И все-таки, ну, затягивает через вентилятор в салон. И вот оно, а они не сказать, что там жирные были, они просто, ну, потели такое вот, ну, все-таки антифриз он жирный. Что-то затягивало в салон. Тоже, короче, грел, вентиляторы сработали уже, воздух горячий. Да, легкий есть запах в салон, но выхожу на улицу с машины, слышу, что где-то здесь. И нюхал, и рассматривал, ничего не увидел, с-под машины ничего не капает. Вот. Ну, я поставил пробку, немножко накачал. Вот где-то я накачал приблизительно до 1 бара. Вот. И услышал какие-то шипения. Вот. Ну, тоже не смог увидеть нигде. Слышу, что где-то в этой половинке шипит. Ну, я снял эту крышку. Вот, открутил вот эти вот патрубки. Вот, сейчас надо снять. Вот. Ну, так, и сейчас попробуем накачать. Ну, наверное, фонарик брать не буду, потому что он потом на камеру вообще ни хрена не видно. Вы видите, сколько там все мокрое, все грязное. Но это масло, это там все течет, наверное, может, чуть-чуть с-под вакуумного насоса, там он с-под клапана ЕГР. Короче, вот. Здесь все мокрое. Вот. Сейчас попробую накачать, и где-то вот шипело здесь. Возможно, вот тут по этим патрубкам. Так, сейчас. Блин, как это сделать? Сейчас я... О, где-то шипит. Уже зашипел. Вот смотрите, еще нету и 1 бара даже. И быстро. Так. О, смотрите. О. Вот. А оно перетерлось вот об корпус, где стоит этот, как его, аккумулятор. Вот прям. Сейчас я. Ух ты. Короче, сейчас я спущу давление, стравлю. Вот здесь стравливаем давление. О, тогда оно даже... Вон, видите как. Вот, и скорее всего оно лежало так, что оно прям просто капало на теплую коробку. И испарялось, и шел сильный запах. Так что вот будем, не знаю, вот он длинный, этот патрубок, вот он пошел туда. Либо соединим соединителем этим пластиковым, либо заменим его. Ну, сейчас посмотрим. Вот, так что вот такие вот дела. Ну, как бы хотел показать быструю, так сказать, диагностику
системы охлаждения. Вот. И реально она меня выручает уже очень много раз. Вот. Бывает настолько что-то тоненькое, либо где-то под какой-то прокладочки оставляешь даже на сутки. Вот. И приходишь, просто смотришь, как стравливает давление, насколько оно упало. Вот. Еще ну как он, не то, как сказать, спасает, нет. Ну это все нужно понимать. Вот. Когда пробита прокладка ГБЦ, ну либо что-то такое, вот, он выручает еще в этом деле очень сильно, когда, например, смотрите, давление приблизительно там в системе, ну там на некоторых машинах даже до 2 бар бывает. Ну я накачиваю, например, сейчас покажу, ну вот, ну по-разному. Вот, например, смотрите, если там, я не уверен, что там пробита прокладка или нет, есть газы в бачке или нет, я накачиваю вот один бар, завожу машину, и она работает. Работает. Если оно начинает подниматься, прям очень высоко, сильно давит, вот, то как бы тоже помогает в диагностике по пробитой прокладке. Понятно, что давление будет подниматься в любом случае, даже если не пробито, но оно, по крайней мере, расти быстро не будет. Вот. Ну, опять же, смотря какое пробитие. Ну, я им пользуюсь именно как бы так. Вот. И он очень давно у меня уже, ну, это не знаю, лет 8 точно. Так что он не каждый день нужен. Я думаю, его стоит приобрести. Так что вот такие вот дела. Все, там может быть, что будет еще другого интересного по ней. Может быть, сниму, покажу. Мне ее оставили на пару дней. Так что посмотрим. Все, ладно. Всем пока.